Вера тайком мечтала о внуках, хотя и было ей всего 35. Дочка ее 20-летняя Валентина, недавно замуж вышла за парня-ровесника. Жить молодые стали у матери невесты. Но куда им еще пойти, если у жениха ни кола, ни двора? Только родительская однушка, где и без него 7 по лавкам. Дочку свою Вера любила до беспамятства, хоть и понимала, что девчонка пропащая. Без отца выросла малышка, школу прогуливала, в институт так и не поступила, да и вообще не отличалась примерным поведением. Лишь муж Степан ей достался каким-то чудом приличный и работящий. Так и стали они жить-поживать в тесной двухкомнатной квартире Веры Сергеевны. Валентина, впрочем, остепеняться и не собиралась. Пропадала день-деньской по друзьям и подругам, приходила затемно. В такие вечера Вера и Степан коротали время на кухне за чашкой чая и болтали. «Ты мой любимый зять», — смеялась Вера, когда зять начинал рассказывать что-нибудь особенно интересное и забавное. «Любимый, потому что единственный. Нет ведь у вас других зятьев», — подшучивал над ней Степан. Так и отвлекал Веру от мрачных мыслей, время пролетало совсем незаметно. И готов был с ней обсудить хоть великолепный век, хоть новый рецепт сырников. Вера же, в свою очередь, с интересом слушала его истории о службе в армии и о сложном детстве. Женщина пыталась читать нотации дочери, наставить ее на путь истинный. «Вот муж тебе попался, золото прям, а ты все куролезешь. Да что такое-то?» Дочь лишь отмахивалась от матери: «Чего тебе мой муж-то? Нравится? Да забирай!» И уходила в очередной загул, а Степан и Вера привычно ждали ее каждый вечер домой. Так в один из вечеров и заболтались почти до утра. И Вера привычно попуталась пошутить: «Ты мой любимый». И осеклась, слово «зять» уже никак не выговаривалось у нее. А Степан как-то неожиданно серьезно смотрел на нее и улыбался. Через полгода, как только оформился развод с Валей, Степан и Вера сходили в будний день в ЗАГС и просто расписались. Валя к тому времени окончательно переехала к какой-то подруге в другой город. Соседи сплетничали и шептались за спиной. И только Вера этого совсем не замечала, ведь у нее теперь появился в жизни любимый, и в этот раз точно без приставки «зять».